Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и я рада рассказать вам о всех новостях в мире масштабных моделей, произошедших в ноябре этого года. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, а также мои стройки и обзоры. А перед тем, как мы начнем, я хочу посоветовать вам один интересный канал Никс Tanks, где автор собирает пластиковые и бумажные модели танков, грузовиков и не только. Сейчас как раз в работе модель Т-34-85 с полным интерьером, для которой строится диорама. Также в работе большой Панцер 3 и другие модели тоже. Заходи на канал, подписывайся и передавай привет от меня. Все ссылочки в описании под видео. И начну я с горячего. Звезда показывает свой каталог на 2021 год, и там действительно есть на что взглянуть. В 35-м масштабе они выпускают УАЗ-буханку. Скорее всего, это будет рескейл их же хита в 43-м масштабе. То есть они просто перемасштабируют свою очень удачную модель буханки в танковый 35-й масштаб и, скорее всего, добавят декали для военной версии. Я очень надеюсь, что они и поработают над покрышками. У модели в 43-м масштабе у них практически отсутствовал протектор, что в не лучшую сторону влияло на ее реалистичность. Кстати, большинство показанных моделей можно будет купить в магазине «Я моделист», ссылочки в описании. А далее идет модель отечественного послевоенного автомобиля БРДМ-2 в 35-м масштабе. Эта модель повторит судьбу звездовской шилки, то есть они возьмут старенькую модель от Дрэгона, чуть доработают и запакуют в свои собственные коробочки со всеми вытекающими обстоятельствами. Видимо, ребята из Лобни хотят малой кровью заполучить доступ к кошельку отечественных моделистов. Ну что же, нас не проймешь. Следующим анонсом идет модель российского ЗРК Тор-2М. Тут уже без сомнений будет разработка именно самой звезды. Модель очень оригинальная и заслуживает места на полке любого моделиста. Посмотрим, чем на этот анонс ответят конкуренты из Китая, например, из Трумпетер или Менг. БМП Т-15 с боевым модулем и 57-мм пушкой. Вполне ожидаемая новинка. В наборе, скорее всего, нас ждет новый литник с деталями для этой пушки, а в целом базовая модель скорее останется без изменений. А вот Т-62 другая история. Думаю, тут звезда примется за разработку с нуля, хотя я бы на их месте начала бы, наверное, с Т-55. По мне, этот танк будет более популярен среди отечественных коллекционеров. Хотя и Т-62 довольно харизматичный танк, хорошо поработавший во время Холодной войны. Думаю, с прокачкой от какого-нибудь магазина эта модель зайдет на ура любому моделисту. А теперь листаем каталог дальше и видим снова модель современной машины. На этот раз модель российской самоходной гаубицы «Коалиция» в 72-м масштабе. И, судя по всему, это тоже будет полностью разработка звезды. А версия САУ «Коалиция СВ» в 35-м масштабе у звезды уже есть в продаже давно. И, судя по всему, звезда всерьез решила сделать модели всей техники, что засветилось на парадах Победы в последние годы. Не хватает, наверное, только ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс». Очень круто, что звезда развивает и 72-й масштаб и продолжает тему современной российской техники колесная БМП «Бумеранг». Судя по всему, это тоже будет рескейл старейшей модели в 35-м масштабе. И очень любопытная пусковая самоходная установка зенитно-ракетного комплекса С-300 «Триумф». Было бы классно, если бы звезда выпустила бы все машины этого комплекса, а там их очень много. И колонна из таких машин смотрелась бы действительно интересно на полках. В 35-м масштабе звезда развивает линейку КАМАЗов, и на этот раз двухосный вариант. Но после выхода трехосной версии эта новость уже не кажется столь горячей. Вот если бы они выпустили модель, например, Ган-трака на базе КАМАЗа. Это такие импровизированные бронеавтомобили на базе серийных грузовиков. Такие, например, воевали во время чеченских кампаний. И это было бы очень круто. Кстати, а не думает ли звезда выпускать гражданские версии КАМАЗов? Или они боятся конкуренции с костромскими товарищами? А на тему Второй мировой войны пока нам показали только анонс Шермана с 76-мм пушкой. И это было вполне ожидаемо. Думаю, на базе такой удачной модели нас ждет целая линейка Шерманов и машин на их базе. Кстати, такие версии Шерманов также поставлялись в СССР по Ленд-Лизу. И по боевым характеристикам они ничуть не уступали нашим Т-34-85. Звезда решила не развивать тематику автомобилей в 43-м масштабе, и в каталоге у них так и остаются 3 версии буханки. Видимо, пальма первенства в модном 43-м масштабе так и останется за ребятами из Костромы. А в 100-м масштабе, который изначально предполагался именно для варгейминга, а не для стендового моделизма, звезда заявила 4 новинки. Британский танк «Валентайн», БТР «Скаут» в советской версии, немецкий истребитель танков
Мардер и советскую Су-122. В тематике флота звезда показала очень вкусный анонс в 350 масштабе. Это ледокол «Арктика». Думаю, сборка именно этого корабля будет первой на моем канале в тематике флота. И модель звезды должна получиться очень достойной. Ну, как минимум, бокс-арт, и идеи у нее очень шикарные. Кстати, обратите внимание, что корабль гражданский. И думаю, неплохо будет увидеть еще и контейнеровоз или танкер, а может быть и какое-нибудь исследовательское судно, потому что военная тематика немного приелась. А в 144 масштабе нас ожидает подводная лодка «Щука». А в разделе авиации нас ждет в 48 масштабе вертолет Ми-24П. Логичное развитие модели, вышедшей в этом году. Также звезда в 72 масштабе выпустит еще одну версию американского транспортного самолета «Геркулес». Но я думаю, что после сборки первой модели «Геркулеса» на полке уже не будет места для второго. А в рубрике «Сборка без клея» нам следует ждать модель британского истребителя «Хокер Харрикейн» в 72 масштабе. В 48 масштабе звезда обещает выход легкого бомбардировщика на базе Як-130 в 48 масштабе. А гражданской авиации следует ожидать лайнер Boeing 752-200, Аэробус 320 Neo, Аэробус 350-90 и 321 CEO. Давайте подведем итог, что нам обещает звезда в наступающем году. Итак, действительно оригинальные модели – это ледокол «Арктика». И за это большой респект ребятам из Лобни. Т-62 и Тор – это действительно что-то новенькое. А остальные новинки – это либо рескейл существующих моделей, либо доработка уже выпущенных. А теперь давайте посмотрим, чем же нас порадовали другие производители. Revell выкатил на публику американский десантный корабль в 144 масштабе. В наборе помимо самого корабля будет и то, что он, собственно, десантирует. 3 танка Sherman, 3 грузовика, 3 армейских амфибии и подставка для моделей. Также Revell выпускает модель танка Т-34-76 образца 1940 года в странном 76 масштабе. И вообще это очень странная модель, поскольку я знаю, Т-34 1940 года отличались орудием, на них ставились пушки Л-11 с другой броневой маской, напоминающей внешне утиный клюв. А по-настоящему интересная новинка у Revell – это пассажирский авиалайнер Юнкерс F-13 в 72 масштабе с характерной открытой кабиной пилотов. А еще Revell выпускает модель BMW i8 в 24 масштабе. И это перепак своей собственной модели образца 2015 года. ICM, судя по всему, пакует свою старую модель Студебеккера в 35 масштабе, но добавляет в него фигурку советского водителя. И вот вам уже новая коробочка. Кстати, Студебеккер у них вышел довольно давно, но модель отличная. Также ребята из Киева выпускают очередной набор на тему аварии на Чернобыльской АЭС. И на этот раз 4 фигурки деактиваторов в химзащите. Мне очень нравится бокс-арт. Он выполнен в стилистике сериала «Чернобыль». Такой весь серый и загадочный. ICM в придачу к своему французскому танку готовит набор с французскими танкистами. В наборе будет 3 фигурки танкистов и 2 мальчика. Мини-арт следует заветам своих коллег из ICM и перепаковывает свой старый набор с советской пушкой ЗИС-3. В наборе помимо пушки будет орудийный передок, расчет и ящики с боезапасом. Мини-арт напоминает, что тема Т-34 никогда не будет раскрыта полностью. Они выпускают очередную Т-34 образца 1945 года, производства завода номер 112. Женщина в танке – это хороший знак? Не знаю. Мини-арт выпускает набор израильских танкистов. И один из членов экипажа – это дама. Насколько я знаю, женщины в израильской армии служат в основном в вспомогательных войсках. Интересно, чем эта дама помогает израильским танкистам. Наверное, она наводит уют в танке. Остин 3 серии на службе в России скоро выйдет у мини-арта. Шикарный бокс-арт на фоне Кремлевской стены добавляет раннесоветского шарма модели. Бронеавтомобиль предполагается сделать в нескольких вариантах с разных сторон гражданской войны в России. Ну и добивает нас мини-арт набором фигур американских солдат на отдыхе. И отдыхают они уже не так грустно, как это делали немецкие их коллеги несколько выпусков назад. Итальери анонсировали выход грузовика Volvo в бортовом варианте в 24 масштабе. К сожалению, для меня большинство производителей продолжают игнорировать 43-й масштаб в автомобильной тематике. Также итальянцы выпускают позднюю версию немецкого Мессершмитта в 48-м масштабе. Примечателен факт, что у модели будет и декаль для итальянского варианта машины.
А вы замечали, что все больше и больше моделей самолетов выходит именно в 48 масштабе, а не в классическом 72-м? Это, видимо, новый тренд в современном моделизме. А еще в большом 32-м масштабе Итальери выпускает модель самолета Торнадо GR4. Также пара новинок от Tamiya. Они пересдают модель Porsche 935 в крупном 12-м масштабе. Первоначально эту модель они выпускали в далеком 1977 году. Также японцы перепаковывают чуть более свежую модель 91 года в новую коробку с добавлением фототравления, а именно Lotus в 24 масштабе. Также Tamiya грозится выпустить модель немецкой четверки в 35 масштабе. И это снова переделка их старой модели, разработанной в 94 году прошлого века. Tamiya продолжает тренд на броню в 48 масштабе. И они выпускают советский танк Т-34-85. Китайцы из РФМ в 35 масштабе выпускают модель немецкой тройки версии J с полным интерьером. А Oshima в 24 масштабе выпускает новую версию модели Range Rover образца 92 года. Жалко, что не современный, а то можно было бы сделать модель Range Rover как у Академика. А еще Oshima выпускает модель японского автомобильчика Subaru Sambar, тоже в 24 масштабе. Так что Subaru славится не только своими мощными раллийными машинами, но и такой неказистый транспорт они тоже производят. Китайская фирма 3R выпускает набор с 4 Тойотами в 72 масштабе. Это пикапы Hilux, Land Cruiser в обыкновенном исполнении и в виде боевых тачанок сирийских боевиков. Так что из одного набора можно будет сделать приличную диораму боев на Ближнем Востоке. Академия выпускает модель харизматичного гиперкара Lamborghini Terza Millennio в 24 масштабе. Это не просто электрокар, а концептуальный автомобиль, показанный итальянской фирмой аж в 2017 году. А болгары из ОКБ Григорова продолжают тему концептуальных танков фашистской Германии. На этот раз они выпускают переходную версию Panzer 3.4 в 72 масштабе из смолы. Кстати, изделия фирмы ОКБ Григоров мне очень понравились. Несмотря на то, что это смола, качество у них весьма приятное и, по крайней мере, отливки деталей на высшем уровне. А еще болгары выпускают модель танка Т-50 с зенитной башней. Это тоже эскизный вариант танка, который не был осуществлен в металле. Модель тоже выполнена из смолы и тоже в 72 масштабе. А в мире автомоделей в 43 масштабе произошло знаменательное событие. Костромские товарищи наконец освоили кабины горьковских грузовиков. А это значит, что скоро мы увидим целую россыпь газонов в разных исполнениях и на разный кошелек. И скорее всего эти газончики мы увидим и в моделях от АВД, что для меня особенно радостно. А нацеленность на развитие линейки автомобилей ГАЗ Кострома ознаменовала выходом моделей ПАЗ-653 медицинский от фирмы ССМ и пожарный автомобиль ПМГ-36. Ну и напоследок новая рубрика в новостях модельного мира, в рамках которой я буду рассказывать о маленьких фирмах и мастерских, которые производят модели. Если вы являетесь таким производителем, то напишите мне на почту, которая указана в описании, и ваша фирма попадет в эту рубрику. А сегодня эта фирма Diecast по-домашнему, и она выпустила модель очень необычного автомобиля Доброволец 01. Это пожарный вариант микроавтомобиля Кинешма, который производился в 90-е годы прошлого века в Ивановской области. Масштаб модели 1 к 43, а тираж всего 35 экземпляров. Модель – это настоящая экзотика, как и прототип. Это были все интересные новости из мира моделей за ноябрь 2020 года. Напишите в комментариях, какие новинки я упустила, а какие вам понравились больше всего. И выход какой модели из каталога звезды вы ждете тоже больше всего. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите до конца.